У нас на Кольском только что миновал самый темный и короткий день года. В нашем случае он длился чуть менее 2 часов. До Нового года осталось совсем немного, а это значит, пришло время самого праздничного и самого северного украшения, без которого не обходился на южном берегу Кольского ни один подарок. Ведь только у северных поморских хозяек на Новый год и Рождество появлялись целые стада. Козочки, коники, коровки, но в основном, конечно, главные помощники жителей севера – олени. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. И всем добро пожаловать за полярный круг. Нужно хорошенько подготовиться, потому что мы будем катать настоящие поморские козули. Козуля – архаичная обрядовая лепная хлебная фигурка животного, в основном рогатого, хотя лепили также птичек, лошадок и даже тюленей. Они являются не столько лакомством, сколько оберегом от недугов и злых духов. Мне предстоит немалый путь, около часа пешком, по снегу и по лесу, к роднику. Ведь чтобы понять, насколько важны были для северян козули, можно сказать, что для их приготовления бралась всегда только чистая родниковая вода, и для них можно было брать воду из родников, почитавшихся святыми, к которым нельзя было подходить без очень серьезной причины. Говорят, что поморская козуля – наиболее древний вид творчества в русском обрядовом пекарстве. Считается, что их пекут уже без малого 1000 лет – на Рождество, перед Новым годом, а также на большие праздники – свадьбы, именины, новоселье. На Беломорье говорят – без козули и праздник не в праздник. Здесь следует отметить, что внешний вид поморских козуль Кольского полуострова и Архангельской области отличается. Последние традиционно были плоскими, как печенье или пряник, и расписывались глазурью. Наши кольские и терские козули – это объемные фигурки, и их не расписывают. Цвет самого хлеба был чрезвычайно дорог предкам, как и ныне живущему человеку. Хотя в каждой поморской семье были свои секреты, общий рецепт приготовления теста для козуль прост. Вода, соль да ржаная мука, но таинство каждого компонента бесспорно. Мука – здоровье и богатство, соль – оберег от всякой нечисти, а вода – жизнь и очищение. Нехитрый рецепт оставлю в описании к видео. Мы чуть отойдем от традиций и замесим тесто для козулек теплыми женскими руками. А вообще, у поморов это, как ни странно, было мужской работой. Не столько потому, что это тесто крутое и месится долго, а потому, что считалось, что именно мужской дух отгоняет от хлеба злую силу. Ох, и нелегкое это дело, месим посменно. Во-первых, козуля делается всегда с чистыми помыслами, чистыми руками, с чистой душой. Сейчас мы тесто помяли тесто. Теперь я катаю колбаску. И эту колбаску сейчас я буду нарезать на кусочки, из которых я буду делать козули. Но кусочки-то у всех разные. Потому что вот у меня рука, например, маленькая, у кого-то рука побольше. Значит, такая и козуля должна быть. Счастье не должно не выпирать, а это про тесто говорится, не маленьким быть, а в самый раз. То есть, чтобы оно помещалось в кулачок. Выбирая, какую лепить козулю, учитывают, кому она предназначена и что человеку лучше всего пожелать. Олени и кони вещают богатство дому, здоровье и долголетие хозяевам. У оленя многое зависит от формы рогов. Вот такой однорогий, самый традиционный вид козуль, он зовется оленем дружеских отношений. Если рожки его слепить между собой, получится корона. Это венчальный олень. Птичек-тетерок с птенцами дарят самым дорогим гостям, желая крепости семьи. Птенцов, спрятавшихся у нее на спинке, по количеству деток. Тюленей – охотникам и рыбакам, чтобы им сопутствовал богатый улов, чтобы море было приветливо и спокойно, а звери и птицы водилось больше. Приемы лепки одинаковы для всех фигурок. Движения отточены веками, лишних нет.
Из шара катаем яичко, выделяем голову, затем кругляши, подножки, порезав ножа не более 17. Это требование выполнялось всеми поморскими мастерами и было связано с магическими действиями, поскольку на каждый надрез читалась молитва. Лишь рога и хвостики вылепливаются по-разному. Слеплю своему милому тюленя на удачу в охотничьи-рыболовных делах в будущем году. Катание козулей – процесс раздумчивый, но душевный, часто молчаливый, с погружением в себя, но с гостями перед праздниками как не поговорить. Дарили их часто еще на свадьбы. А свадьбы, в отличие от средней полосы, играли вот в январе, как раз на Рождество, потому что заканчивалась путина как раз, пока все сделали. Причем это единственное время, когда мужики дома и, в принципе, ну как бы им нечем заняться, можно сказать. После лепки козульки оставляют в прохладном помещении на сутки, после чего ставят в печь, в моем случае в духовую, примерно при 120 градусах и открытой дверце. Затем вынимают, дают полностью остыть и снова в печь. Чтобы придать им традиционный глянцеватый блеск и дать подзагореть рожкам, почти готовые хлебные фигурки вынимают из печи и окунают в кипящую воду, а затем опять ставят в горячую печь. Это называется отбеливанием. Ну вот они и готовы. Козуля – это хлеб, поэтому, когда появлялся брак, козуля стояла долго или трескалась, ее ни в коем случае не выбрасывали, а размачивали и отдавали зверушкам, собакам, скотине. Зачастую на празднике хозяйки выпекали по несколько подносов козуль, чтобы одарить ими всех родных и гостей. Но нужно обязательно оставить 1-2 козульки в доме, на чистой салфеточке, чтобы счастье не покидало мой северный дом. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! И всем вам из самого сердца Арктики, от всей души, дарю этого северного оленя, который зовется Олень Солнца. Желаю в будущем году света, тепла, доброты, его мудрости и выносливости. И всем нам безмерного счастья. И северное небо тоже хочет нам что-то пожелать. Ведь иногда достаточно просто поднять глаза и попробовать понять.